Как вам всем известно, в преддверии релиза обновления 2.2.0 сервера eFootball будут недоступны. Соответственно, в онлайн не поиграешь, и ваша команда Dream Team будет несколько дней отдыхать. И, соответственно, что же делать эти несколько дней, если вы прям заядлый игрок в eFootball и не можете без этого продукта от великолепной студии Konami? В рамках сегодняшнего ролика я подскажу вам 3 идеи, как и чем можно занять себя, пока мы ждем обновления до версии 2.2.0. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и комментариями, подписывайтесь на наши соцсети, ну и про этот канал не забывайте. Ну а мы начинаем. Итак, первое, с чего вам стоит начать, так это с того, чтобы выключить консоль или компьютер, открыть окно и выйти на улицу. Ладно, давайте будем смотреть на вещи более реально. Итак, чем же может себя занять каждый любитель футбольных симуляторов? Ну, как минимум, уж точно не игрой в FIFA. Такой вариант мы даже не рассматриваем. Если вы действительно фанат eFootball до мозга костей, то вы можете заценить геймплей данной игры в оффлайне, поскольку, как я неоднократно отмечал, будь то в роликах или на стримах, геймплей онлайн составляющий и оффлайн составляющий, он немножко все-таки, но отличается. Тому способствует несколько факторов. Взять те же самые рейтинги, которые в онлайне уж больно раздуты из-за прокачки, и заканчивая высокой скоростью, на которой привыкли играть игроки, а именно постоянно бежать вперед, забрасывать на фланги и тому подобное. В оффлайне же вас ожидает чуть более, скажем так, интеллектуальная игра, потому что искусственный интеллект в этой части, ну, скажем так, стал немного разнообразнее по части создания моментов. А поэтому играть на высоком уровне сложности, будь то звезда футбола или вовсе легенда, на самом деле очень даже интересно. Ну и в лишний раз возможность испытать себя, поскольку на этих уровнях сложности искусственный интеллект представляет из себя более-менее достойного соперника, ничуть не хуже, чем соперника в реальной жизни. А поэтому, пока вы ожидаете, когда вернется онлайн в eFootball, можете заценить его оффлайн составляющую. Второй вариант будет не сильно отличаться от первого, но все-таки. Пока вы ожидаете, когда же в eFootball вернется онлайн составляющая, вы можете заценить старые части серии Pro Evolution Soccer. И неважно, будь это части, которые выходили не так давно, 18, 19, может быть 17 части, или вовсе старые части, например 6, 10, 12 и так далее по списку. Скажем так, если вы позабыли истоки серии, то можете вновь прикоснуться к ним, заценить старые режимы, которые мы потеряли в eFootball, и в лишний раз сравнить, раньше было лучше, или же прогресс он уже вот на пороге, буквально стучится нам в дверь. Ведь на просторах сети нередко можно встретить комментарии о том, что геймплей в предыдущих частях серии PES был намного лучше, чем сейчас в eFootball, а поэтому у всех тех, кто против такого мнения, есть возможность заценить этот самый старый геймплей и в лишний раз убедиться, что они правы, или наоборот изменить свою точку зрения. Ну, тут уже как получится. Ну и последнее, на что хватило моей фантазии, это начать карьеру в 21 части Pro Evolution Soccer. Не обязательно в 21, но именно на эту часть больше всего приходится патчи на данный момент. И я знаю, что данный вариант подойдет немногим, потому что те, кто привыкли играть в онлайне, они наверняка скажут: да как это можно, играть с компьютером на полноценной основе, играть больше 1-2 матчей против него. Но здесь я не соглашусь, потому что даже игра против искусственного интеллекта, который был разработан парой-тройка лет назад, может чему-то научить, потому что играя будь то в eFootball или в PES время от времени, именно чередуя их, я чему-то учусь каждый новый день. Я начинаю предугадывать, как будут играть реальные игроки, как будет играть искусственный интеллект в той или иной ситуации. И если второе чуть менее необходимо, нежели первое, тем не менее это помогает лучше справляться с напором искусственного интеллекта. Соответственно, приносит какое-никакое удовольствие. А если выбрать интересный клуб, за который будет интересно играть карьеру, то я более чем уверен, можно здорово убить время, пока проходит техобслуживание серверов у eFootball 2023. Вот такой вот мини-шуточный ролик у нас получился. Кто-то может воспринять эти предложения всерьез и действительно попробовать поиграть в оффлайн, будь то оффлайн eFootball или же вовсе начать карьеру. Ну а кто-то может в лишний раз покрутить у виска и эти пару дней просто сидеть без футсима. Ну а какой вариант предпочтительнее для вас, обязательно пишите в комментариях, делитесь своими ожиданиями от обновления в eFootball 2023, ну и просто не забывайте поддерживать это видео своей активностью. Подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам приятного времяпрепровождения. До скорых встреч!